Шейхзаде Мустафа, любимый сын султана Сулеймана от некогда любимой наложницы Махидевран. Так ли это? Любил и почитал Мустафа отца султана или всегда метил на его трон? Такая уж несчастная была Махидевран, и какую действительную роль она играла в своей жизни. Можно ли сказать, что Махидевран досталась по делам, и почему такая точка зрения столь устойчива? Мне часто приходится слышать от зрителей моего канала, что никто на самом деле ничего не видел, а потому не знает. А то, что писали разные там послы, не более чем их выдумка, чтобы привлечь к себе больше внимания. Как бы там ни было, но мы можем опираться лишь на те свидетельства, которые оставили после себя не только венецианские послы, но и современники, такие, например, как Эвлия Челеби, Матракчи Насух Эфенди и некоторые другие летописцы-историки. Правду ли нам говорят послы, мы точно не знаем, но можно предположить, что хоть кто-то из них действительно стремился оставить правдивый след в истории. Но мы-то с вами люди образованные, и сопоставить факты с реальными знаниями точно сможем, ведь при Османском дворце и у кадиев велись специальные книги, в которых подданные короля все аккуратно записывали. Возможно, они и не ведали тогда, что пишут для нас историю, а потому давайте сопоставим некоторые детали с имеющимися фактами. Ответим на вопрос, действительно ли Сулейман любил Мустафу, как показали в сериале. И правда ли, что Махидевран была бедной женщиной? Она не пощадила подростка, несмотря на то, что он не представлял для нее никакой угрозы. Отправила на смерть 2 сына. Такая ли несчастная была Махидевран? Хороший ведь вопрос, но я думаю, что Сулейман Мустафу едва знал и вряд ли испытывал какие-то очень нежные чувства. Позвольте, я объясню. Шейхзаде Мустафа не был старшим сыном султана Сулеймана. Об этом я уже рассказывала в отдельном видео, переходите по ссылке в описании. Он был 3-м по старшинству, и перед ним были его братья, рожденные Сулейману наложницами Филане и Гюльфем. Будучи шейхзаде, Сулейман жил в Манисе, и Махидевран ему не была любимой женой. Об этом говорит размер ее жалования, которое ей назначил Сулейман, и оно было меньше, чем у других 2 его жен. Об этом нам говорят записи в книге гарема шейхзаде Сулеймана. Отсюда выходит, что, будучи 3-м сыном престола-наследника, Мустафа и его мать не занимали почетного 1-го места в сердце Сулеймана. Подумаешь, что там себе напридумывала Махидевран. Кто-то из вас может сказать, что 2 старших брата Мустафы умерли от оспы, и вот тогда-то он и стал 1-м по значимости шейхзаде, а его мать – 1-й любимой женщиной. Но нет, друзья мои, в тот же год, как умерли 2 старших сына Сулеймана, любимая женщина Хюррем рожает ему сына Мехмеда. Отсюда история о том, что именно Мехмеда Сулейман пророчил в престолонаследнике как номер 1, построив на его могиле трон. Так что у Мустафы не было времени, чтобы занять особенное место в сердце своего отца. Что же в это время делала несчастная, как мы считаем, Махидевран? А она, друзья мои, все это знала, все видела, о чем я тут говорю, и ею была выбрана единственная верная модель стать продюсером своего сына. Слово такое на современный лад. Поняв, что шансов занять престол у Мустафы мало, ввиду того, что Хюррем рожает Сулейману сыновей по 1 каждый год, Махидевран решила взять трон Сулеймана силой. Во-первых, она отчаянно прикармливала янычар всякого рода взятками. Армия ведь то, чего боялся каждый султан. Во всяком случае, каждый падишах всегда отдавал себе отчет в том, что армия – это сила, и всегда может найтись человек, который эту продажную силу купит. Ведь янычарский корпус – это много-много рабов, для которых было важно деньги. Вот Махидевран и прикормила самых продажных в армии агов. Также она создала невероятную по своей силе сеть агентуры. Они не только докладывали ей, что происходит при дворе,
Эти люди были отличным пиар-оружием, разнося сплетни о Хюррем с ее детьми и восхваляли Мустафу и Махидевран. Есть мнение, что Джихангир умер от тоски после казни Мустафы, что якобы эти два сына Сулеймана друг друга очень любили. Но это не так, друзья. Когда Мустафа и Махидевран отправились в Санджак, согласно традиции, Джихангиру едва исполнилось года 2-3. Сыновья Сулеймана не виделись так часто и подолгу, чтобы успеть развиться каким-то теплым отношением. Есть предположение, что сказку о смерти Джихангира и придумала Махидевран, чтобы показать людям то, как на самом деле относились к его власти родные сыновья. Слушайте, дорогие мои, не удивлюсь, что Джихангира и Мехмеда действительно приговорила к смерти Махидевран. Тем более Джихангира, его, как отнюдь не потенциального наследника, почти никто не охранял. Как итог, Шехзаде Мустафа предстал перед нами в великолепном веке как любимый, послушный и умный наследник Сулеймана. Но по факту все было совсем не так. Если вы смотрели документальный фильм о создании сериала «Великолепный век», то могли понять позицию главного сценариста Мирал Укай и продюсера Тимура Савджи. Мирал утверждает, что она по несколько раз переписывала те или иные страницы своего творения после того, как их жестко осуждали самые знаменитые турецкие историки. Да, она с ними действительно советовалась, но с ее слов в истории описаны сражения, рождение и смерть, но детали и чувства никто не описывал. Поэтому в сериале все это чисто ее выдумка. Друзья, вы знали, что Халид Эргенч зубрил историю 1,5 года, прежде чем сыграть, пожалуй, самую великую в своей жизни роль? А Мерьем Узерли нашли наконец-то за неделю до начала съемок. Посмотрите на досуге этот документальный фильм. Он есть в открытом доступе на YouTube. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и комментарий. Переходите в Telegram, ВКонтакте. Все ссылки на наши публикации есть в описании к этому видео. С вами была ваша Оливия. Пока.